Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите и смотрите. Каждый четверг Степана Демуру в прямом эфире. Степан Геннадьевич, приветствую вас. Добрый вечер. Всем большое спасибо, что уже поставили лайк и оставляйте свои вопросы. Мы в прямом эфире, это означает, что будет максимальное общение с вами, уважаемые зрители. И это прекрасно, это здорово, и это того стоит, потому что в закрытом клубе зрителей оставлять можно вопросы, телеграм-канал Шелест. В открытом доступе прям все видят в сообществе YouTube, это заблаговременно. Ну и в чате трансляции, конечно же. QR-код на экране, это возможность прямо на экран вывести. В общем, спасибо всем за поддержку, что эти вопросы и конвертируйте в эту поддержку, хотя мы абсолютно открыты и просто так готовы с вами общаться, и будем это делать в финальной части программы. Начнем только, с опроса сегодняшнего эфира. Признает ли Запад новые границы между Украиной и Россией? Смотрите, мы вот долго и будем сегодня обсуждать эти переговоры, сейчас опять Майами очередной. В общем, к Зеленскому не полетел Витков, Кушнер вообще где-то потерялся, да, то есть он вроде был, сразу видно, потомок белорусских партизан. Вот. И как-то вот все вроде как, знаете... Если бы вы знали, как вы правы, кем были настоящие белорусские партизаны. Это что вам... они творили. Это вы сейчас расскажете, это прям очень интересный аспект. Это уже искажение истории, что-то такое. Статья. Да, друзья, в общем, признает ли Запад новые границы? Можно, знаете, хороводы водить много и долго, да, но вот этот опрос сегодняшнего эфира. В конце подведем итоги. Варианты. Да, и все закончится. Ну вот все, признали границы, все, и как бы и начнется новая жизнь. Короче, все, хватит, навоевались. Дальше. США признает, а Европа нет, и будет все тлеть, бурлить, вот это вот все бродить здесь, на этой европейской, украинской территории. Короче, вот так вот это все закончится никак. Следующий вариант. Де юре не признает вообще никто. Но де-факто как бы закроют глаза и все. В общем, де-факто так и так, а де юре никто не признал. Ну и еще один вариант есть такой. Плевать. Границы только начали менять, то есть впереди еще ого-го-го-го по границам. Это эти все границы между Россией и Украиной вообще не основные. В общем, такие варианты, их 4. Давайте вот с этого стартанем, потому что вот правда интересно. Самые большие разногласия – это как раз-таки по границам. Представляете? Так а что не так? Я думаю, что ответ первый, на самом деле. Когда та же Каечка Каллас открывает свой прелестный ротик, начинает что-то говорить там про границы, хочется, во-первых, напомнить ей историю такая приключилась с Косово, передел границ. И, разумеется, история с их любимым государством Израиль, который спокойно аннексирует Западный банк, Западный берег, Вестбанк. Хорошая у вас оговорка про банк. И никто ничего не говорит, типа, им можно, да, вот так получилось. Так и здесь будет, ребят, вас поставят перед фактом и скажут, вот все, мы уже у западных границ практически, нам на Прибалтику ли идти, или здесь успокойтесь. Примерно так будет. В общем, друзья, голосуйте, это впервые. Обычно ответы совпадают со Степаном Геннадьевичем у аудитории. Тут как-то нет. Пока набирает наименьший вариант, вот это, что все признают и все закончится. Ну, в общем, давайте порассуждаем на эту тему. Значит, начать я предлагаю... Нет, что закончится? Все закончится и признают. Вот в обратном порядке. Я понял. Все закончится и признают. Хорошо. Значит, смотрите как. Я хочу вот начать со слова этой недели. Я вообще журналист по образованию, у меня филологическое образование, украинская филология, филолог, гуманитарий. Я считаю, что слово этой недели – это посекунчики. То есть, смотрите, я даже чего-то ждал, хотя логика, рацио, вот во время этого ночного, рандеву, когда Кушнер и Уитков приехали в Кремль, к Ушакову, Дмитриеву и, конечно, Путину, и с Путиным беседовали, значит, я примерно понимал, что так это все и выглядит. Значит, их поводят, конечно, по Москве, покажут вот там все достопримечательности, а Москва красивая, в огнях, метрополь ему 120
20 лет, и там ресторан Сава. И там даже директора выкопали, который, ну так, публичный человек в этих, в узких кругах московских ресторанных, а он прям на весь мир рассказывал, чем будут кормить. Вот когда я увидел этот список, чем будут кормить, у меня сразу в голове список, помните, чем как украинская делегация приехала в Белый дом на обед, а обеда не было. Короче, их выгнали. И там тоже было меню. Меню было ровно в 3 раза короче. Я даже там как бы посмеивался у себя в прямом эфире, что, ребята, ну они же не могли вдвоем, да, вот это все съесть. Вы хотя бы напишите, кто что ел. Но слово «посекунчики» это как символ того, что мы ни черта не узнали. И Ушаков потом вышел и сказал, ребята, суть гриф секретно. То есть суть мы не расскажем никому. Но тогда возникает вопрос, а что тогда сегодня? Опять-таки, пауза эта длительная. Нам Зеленский выходит, говорит, они хотят перед нами отчитаться, о чем договорились. Короче, к нему никто не поехал отчитываться, а наоборот, погнали главу Генштаба, почему-то Генштаба и Виткова, хотел сказать, Умерова к Виткову. И они там сегодня-завтра вот это вот будут передавать то, о чем говорили. Что произошло? Вот как это можно назвать? Это какая-то вот ну, абсолютная история, когда вот как бы отмели Европу, отмели Украину, но их такое ощущение, что и говорили о чем-то своем, вообще не о войне в Украине. Ну, трудно сказать. И, наверное, говорили о строительстве туннеля на Аляску, скорее всего. Ну, понимаете, вообще ситуация абсурдная. Кто такой Уитков? Вообще, кто такой Кушнер? На минуточку так подумать, да? Атомок. Вроде обсуждаются вопросы внешней политики США. Наверное, должен присутствовать министр иностранных дел, то есть госсек. Да? Тут какой-то непонятный девелопер, еще более мутный персонаж – это его зятек тоже из такой семейки рейдеров-девелоперов. Что они там могут обсуждать? Что они вообще знают об истории конфликта, о том, что реально происходит? Ответ – ничего. Что они могли обсуждать? Причем, опять же, все формулируется так, что якобы все уперлось в какие-то территориальные вопросы. Угу. Да, вот там 20% Донбасса отдать, на что-то поменять. У меня, извините, это бред сивый кобыл, даже комментировать здесь нечего. Зачем вызывают начальника Генштаба? Ну, наверное, они увидели последний выпуск картографического искусства от Генштаба ВСУ, где Покровск чуть ли не свободный город, Мирноград тоже. Такое ощущение, что у них там в Генштабе теперь Гордон с Бацманом работает. Потому что я не знаю, честно говоря, даже вот не задумываюсь над этим. Так, знаете, поели посекунчики и организовали бздунчик. И все. Нет, ну погодите, бздунчик очень шибко воняет в Украине. Не, ну, дошло до Украины, да. Украина страна небольшая, достаточно там маленького шептунчика, чтобы воняло. Не, ну реально, вот просто посмотрите на этих персонажей, да. Эти же два персонажа там якобы какое-то перемирие где-то на Ближнем Востоке организовали, которое Израиль, в принципе, не соблюдает и соблюдать не будет. Причем первую фазу перемирия, а именно до момента освобождения заложников, проработали детально. Потом все оставили в таком тумане. Поэтому, ну что вы от них хотите? Это ни о чем на самом деле. Вот реально ни о чем. Хорошо, но тогда нам нужно понимать, зачем это все ни о чем. Ну, то есть, в чем Ну, сверхзадача? с конями. Ну, вот Трамп так работает. Вот, наверное, ведь это не Кушнер, а Витков же объяснял Ушакову, как правильно подъехать к Трампу, да? То есть, ну, сидит синильный самодур, кому-то объясняет, как к нему подъехать. Ну, ладно, не будем злить синильного самодура, будем говорить, папочка приехал. Все на мази, все хорошо. Надо было съездить, съездили. Ну, нет, они могут что-то обсуждать, да, но еще раз, вопрос серьезный, да, вопрос на самом деле очень серьезный. Чьи интересы как должны быть учтены, с чего все началось, первопричины, история, бла-бла-бла. Любой специалист и хороший дипломат на самом деле
всегда изучает эти вопросы. Ну, тут вот два таких девелопера приехали. Ну, ни у их шефа, ни у них никакого представления о происхождении вопроса, ни о, скажем так, глубинных причинах того, что происходит, нет и быть не может. Ну, приехали, поговорили там, сделали протокольные морды, поели этих, как их, дергунчиков, что-то покушали. Ну и все. Вот вам весь мирный процесс. А завтра Трамп, я не знаю, может быть, снова Рубио сядет ему на уши, и все поменяется. На 180 градусов, как это было. Тут вот я не знаю, что обсуждать, кроме новостного шума. Потому что ну, конфликт есть, конфликт будет, эскалация продолжается, а это все так, сопутствующие звуки. Как в общем-то, и предсказывалось. Путин блефует, когда говорит, что хотите войны, европейцы, так давайте, мы готовы. Прямо сейчас. Я не думаю, что он блефует. По одной простой причине, что не знаю, понимает он это или нет, и понимает ли тот же Герасимов это или нет, что война, во-первых, сильно изменилась, она кардинально поменялась. Я имею в виду полноценная, полная война. И войска НАТО, они не имеют ни малейшего представления об этой войне. Так им только якобы украинцы передают опыт. Поэтому, когда они столкнутся с такими новыми видами ведения боевых действий, я думаю, у них будет очень много трупов. Как долго они будут учиться, я не знаю. Это, во-первых. А во-вторых, что Израиль, что Польша, что Румыния, они продемонстрировали, в общем, ну, неадекватность и полное несоответствие натовской ПВО задачам сегодняшнего дня. Поэтому, когда Путин говорит, что, ну, ребят, давайте посмотрим, что у вас останется, будет скоро разговаривать не с кем, он отчасти прав. Сам, наверное, того не понимаю. Сегодня Шпигель опубликовал очень интересную расшифровку разговора Мерца, Макрона, Стармера, кто там еще был, короче, вот эти генсек Рютте, да, Зеленский, и они вот это вот обсуждали, как надо спасать Владимира. Это потрясающая история, если честно. Ну, опять-таки, Путину нельзя верить, вот это все, это Ну, мы да, это понятно, не оставим его в плохой компании, ну, имеется в виду Зеленского. Что подразумевается под этим спасением? И сейчас же такое ощущение сложилось, что Трамп против условно-глобалистов открывает второй фронт. ЕЦБ в Европе. ЕЦБ говорит, кукиш вам, а не вот это все, так сказать, репарационное, ну, вот там гарантии под эти займы, что мы там чего-то подстрахуем. Не-не-не. Нет. Бельгиец там прям наконец-то прикидывается нормальным человеком, говорит, вы что, ребята, ни в коем случае никаких, ну, не дадим, нет, денег нет, Урсула, ты куда, отстань. А там все как бы к нему, к бельгийцу, там премьер-министр говорит. Банный лист прилипло, да. Понимаете, и давай, говорит, активы, а то, говорит, не дам. И это правда выглядит достаточно специфически, потому что с Макроном беда. Ну, вот он поехал в Китай, начал там Си Цзиньпина окучивать. Говорит, давай, присоединяйся к нам, давай вот это вот будь мужиком, в коалицию желающих вступай. А тут говорит, да, говорит, я за то, чтобы закончился конфликт, но все были довольны. Ну, вот так. Короче, отстань, Макрон ему сказал по сути, по-дипломатически. Не получается. У Макрона там рейтинг ниже плинтуса. Мерц вообще еле отсвечивает. То есть у Стармера беда, чучело сжигают. То есть мы же видим этот момент. Политически не выгребают. И эта идея, которая как бы должна укрепить и сказать, мы вот вместе, она, по идее, должна выгореть, а она не выгорает. Зато Рютте выдает на гора просто потрясающе. Говорит, а у нас нет плана «Б». Ну, типа, если США, то плана «Б» нет. Но в телефонных разговорах говорят, что США предали и Европу, и Украину. К чему все идет вот в этих кругах, как вы видите? Ну, еще раз, одной из задач украинской аферы это было уничтожение экономики и вообще, в принципе, Евросоюза. Но чтобы понимать, что происходит и почему, например, бриты так уперлись рогом и хотят воевать до последнего украинца,
Ну, достаточно посмотреть интервью, которое дал, по-моему, 16 ноября Блумбергу товарищ Мур, долгий лидер Ми-6. Он совершенно практически четко, черным по белому сказал, что Британия сильна мягкой силой. Все эти НКО, все эти работы с элитой, воспитание детей элиты в британских школах. Посмотрите, откуда, например, в той же Британии так много индусов и так много русскоязычных. Колониальная элита. Стандартная фишка. И он говорит, что вот это мощнейшая сила на самом деле, которая позволяет Британии, как они сами выражаются, кидать удары не по весу. То есть, скажем, все думают, что они какой-то, как там, Мухач, по-моему, да, называется, сверхлегкий вес. А они кидают удары там, как в супертяже по мощности, по силе. И он четко говорит, что если Украина проиграет, то все увидят, что, скажем так, эта британская супермягкая сила, она не сработала и перестанут ее бояться. Вот к чему все сводится. Поэтому Британия не должна допустить проигрыша Украины и победы России по одной простой причине, что это будет победа над НАТО и победа над британской мягкой силой. Вот и все, на самом деле. Простой ответ на вопрос, почему британцы хотят воевать до последнего украинца. Соответственно, Европа, она, ну, вот под короной, скажем так. Так а почему Европа под короной? У них единственная объединяющая их сейчас сила или идея брюссельских бюрократов – это вот этот вот, как его, антихрист, то есть русский. Война там скоро, еще что-то, ну, там, типа они хотят запустить бизнес-цикл. Ребят, с такими расходами на ВПК за несколько лет реальные там они хотят сделать 125 миллиардов евро. Бизнес-цикл не запускается. Потому что до этого у них была объединяющая сила. Идея, прошу прощения, это климатические изменения, вернее, борьба с климатическими изменениями. Там то коровки много пукают, то еще что-то надо всех загнать в стойло, бла-бла-бла. Но как-то тема не дошла пока на второй план. Соответственно, вот ресентимент Ницше их сейчас объединяет. Это борьба, война с Россией. И второго плана у них действительно нет, потому что, как абсолютно правильно сказали, посмотрите на политическую ситуацию. И вот представьте себе, что в этой политической ситуации Украина все. Все, финита. Мгм. И что они будут объяснять своему электорату, Ничего, когда уходить надо. социалка режется, все режется ради великой борьбы за свободу и демократию. Уходить надо, бежать надо, меняться надо, сваливать Не по-тихому. могут они меняться. Ну, что значит? Слушайте, они на этом... Во-первых, их всех отбирали по морально-волевым. Посмотрите на этих, извините, моральных уродов в Евросоюзе. Их отбирали, их растили. Они ни на что другое, в принципе, не способны. Это называется конец карьеры. А возможно, еще и тут же судебное разбирательство и долгий год за решеткой, как у той же фон дер Ляйен за ее, например, сделочки с Pfizer и с вакцинками. Это сейчас их гасят. А потом, когда она будет не у власти, ну, пришедшие ей на смену должны же все свалить на своих предшественников. Ну, это Поэтому для уже, них это реально вопрос политической жизни и смерти. это уже Могерини взяли за жабры. Ну, вроде как Ну, отпустили, но тем не менее. вот это старый скандал, на самом деле. Он, по-моему, еще лет 5 назад разыгрался. И только сейчас ее взяли за жабры. Ну, говорят, там с Палестиной связано, в том числе с Газой. Не по Украине, вообще не по этому, скажем так, вопросу. А там много чем они занимаются. Если бы вы знали, как живут э, евро евродепутаты, еврочиновники, они живут при коммунизме. Все, что от них требуется, это правильно голосовать. Ну, как это, слуга народа. Вот там то же самое. А так огромная зарплата, огромные отпускные, проезд туда-сюда для членов семьи, всякие фишечки им даются. Если хочешь заработать больше, ну, договорись правильно, придумай какую-нибудь темку. Грантик, Евро, да? евро, евро, евро
парламент организует Еврокомиссию какую-нибудь под тебя, бюджетик, грантики. Слушайте, только надо правильно голосовать. И все. Значит, Степан Геннадьевич, какая-то вот продолжение темы Европы, какая-то вот прям, как у нас больше всего это звучит слово в наших с вами эфирах, хуцпа. Значит, 4 неизвестных дрона летели в направлении борта с Зеленским, когда он вылетал из Ирландии, представляете? Значит, это местное издание ирландское Journal, The Journal. Как пишет издание, 4 дрона военного типа, ну или типа военного, Поделили, да. достигли места в районе аэропорта Дублина, около 23. Там должен был пролетать борт с Зеленским. Но самолет приземлился с опережением графика, поэтому разминулся с беспилотниками. Ирландские службы безопасности установили, что дроны в аэропорту Дублина были большими, очень дорогими, военного назначения, и инцидент можно классифицировать как гибридную атаку. Русских обязательно. Слушайте, ну, я понимаю, что все как бы прониклись этим сериальным мышлением, вот этим всем, но как вот они оценили, что они были большие и дорогие? Из Раз золота? большой, значит дорогой. Ну-ка. Машина большая, черная, затонированная, ну, значит, дорогая. Примерно так. Ай. Ну и, конечно, встегивают эту дичь, в общем-то, не по-детски. Называется, ну, визит Зеленского в Ирландию был же пху. Ну, нечего вспомнить, не о чем говорить, понимаете? То Ну, каким-то может, там... хлопали наверняка. Хлопали, в парламенте ну, хлопали, да. Нормально. Но вообще же ни о чем. Он хоть раньше привозил какой-то там то контрактик какой-то, то какое-то там оружие несуществующее за несуществующие деньги. А так вообще ничего не привез. Такое ощущение складывается, что он ждал там Виткофа, а тут как бы его кинул, вот и весь визит. Но тут дроны его спасли репутационно какие-то очень страшно дорогие и опасные. Ну, значит, очень значимый, большой, важный человек, раз на него охотятся, я не знаю, службы внешней разведки, кто там нас этим занимается. Нельзя от такого человека избавляться украинцам, нельзя. Я просто не могу понять, почему на фоне вот этого ужаса, который происходит с репутацией Зеленского, и даже вот таких заказных, ну просто идиотизма заказного, почему Европа его держится? Вот когда начнется отползание, отпадание, как грязь от лаптя от Зеленского, ну или Зеленского от европейских вот этих старых элит? Ой, хороший вопрос. Ну, наверное, они еще не понимают, как он их подставляет, что на фронте, что, скажем так, во внешней политике. Но свою функцию он выполняет, ему говорят саботировать любые мирные инициативы американцев. Говорят, и он это делает. Поэтому пока что он, я думаю, их по всем параметрам удовлетворяет. Может быть, сейчас у них начнется некое такое прозрение по поводу того, что реально происходит на фронте и какова в этом, какую лепту внес Зеленский в то, что происходит с Ермаком. Но в то же время явно они, занимаясь от себятины, раз появились пленки Миндича и дальше и больше. И явно, что они надавили, чтобы Зеленский отставил Ермака. Угу. Вот. Ну, смотришь сейчас на него, как он себя будет вести дальше. Мы с вами-то говорили, что если будет себя плохо вести, появятся другие голоса на пленках. Пока что вот ограничились непонятной отставкой Ермака. Ну, получается, это как вроде заложник, да, своеобразный. Ну, как, понимаете, его полезность, судя по всему, для Запада пока не... Вот, на мой взгляд, для Запада он пока актив. Момент, когда он перейдет в пассив, ну, там может быть уже не 4 дрона, а 1 ПЗРК. Если мы говорим про США, Зеленский для США пассив или актив? Для администрации США, я подчеркну. Да, администрация, по-моему, сама для себя пассив. Это зависит от того, какие цели преследует администрация США. Потому что
Весь Запад, он един, на мой взгляд, в одном, что ЧВК Украины на грани уничтожения. Ее нужно спасать и сохранять как боеспособную единицу. Отсюда вся эта истерия, вся эта спешка, все эти нелепые движения, прилеты, улеты, разговоры, консультации, бла-бла-бла. А, Я думаю, что с точки зрения американцев, Зеленский, скажем так, а, наверное, не совсем соответствует задачам той должности, которую он занимает. Потому что понятен интерес бритов. Кроме шуток, бриты до сих пор считают, что Украина может победить. Откуда у Вот них такая уверенность? деградация элит. Скажем так. Я реально, когда это узнал, я был просто поражен. Как-то я был о них лучшего мнения. Но американцы, судя по всему, по крайней мере, как кто-то в эшелонах власти, самых верхних, уже осознает ту тяжесть положения, в котором находится ЧВК Украины. И если бы, скажем так, не было Зеленского, так, неправильно говорю, если бы Зеленский переметнулся на сторону администрации Трампа, Мгм. то я думаю, что Украину, наверное, хотя бы частью можно было спасти. Но он полностью под бритами, и Ермак был полностью под бритами, да и сейчас полностью под бритами. Поэтому, понимаете, здесь говорить об интересах администрации США тяжело, потому что там есть вот синильный самодур, да, у него сегодня одни интересы, завтра другие. А есть политика империи. И поскольку деградация элиты, она коснулась всех, просто можно посмотреть на примере внешней политики США, взять хотя бы ту же Украину, как они, в общем, ведут себя не совсем последовательно. Вроде есть вот идеологическая установка, что нанесение максимального урона и даже поражения России. Есть для этого ЧВК Украина. То Трамп говорит, что со слов Зеленского, разумеется, и товарища Келлога якобы, что украинская армия еще сильна, сейчас она русским наваляет, бла-бла-бла, экономика русских слопнется, и вообще мы в ажуре. Потом через 1,5 месяца якобы у Трампа открываются глаза, якобы ему показывают правильные карты, дают правильную, адекватную информацию, и он проникается тем, что, в общем, ЧВК Украины на последнем издыхании. И начинается весь этот гвалт, по-другому не назовешь, со спасением ЧВК. И вот смотришь на это и думаешь, блин, ребят, ну вы, скажем так, в той же лодке, что и мы. У вас деградация полная лет. У вас даже, есть какой-то план, который придумали давно не вы. Людьми, которым вы бегали за пивом. А вы даже его в жизнь-то притворить не можете. И списывать все на Трампа, на его, скажем так, непредсказуемость и неадекватность в умственном плане тоже нельзя. Потому что, хорошо, вы его использовали, чтобы прийти к власти определенной группировки. Так, извините, потрудитесь набрать ему команду, как это было, скажем, с Рейганом. Рейган тоже не особо блистал умственной способностью, но актер такой средней руки, харизматичный, мог там общаться с толпой. Но хорошо, а посмотрите на команду его советников. Вообще, кто его окружал? Каждый по-своему был монстром в своей области. Посмотрите на команду Трампа. Кто эти люди? Какие-то девелоперы, какие-то непонятные сенаторишки из какой-то Флориды. Это Петька Стакан, это вообще пипец. Да министр войны, вы не Да, называйте Батяня Петьку комбат Стакана, называется. Петьку Стакана. Да. Не называйте Петькой Стаканом, потому что он министр войны. Войны, да. Единственный в мире, кстати. У всех министры обороны, а он министр войны. А при этом Трамп президент мира. Да. Вот этот когнитивный диссонанс, он везде. И, извините, у меня остается впечатление, ребят, вообще, вы кого набрали? Как я говорю, хочется спросить за кулису. Ну и как он с дебилами работает, ребята?
Хорошо. Кто тогда решает, войну заканчивать или нет? Потому что, смотрите, Конечно, никто. ровно так же, как она сейчас продолжается. Мы сейчас действительно находимся, ну, в каком-то между попье, понимаете? То есть, вроде как и мирный трек идет, ну, в том плане, что переговоры, все со всеми трут, переговариваются, и вроде как все продолжается, и так вот смотришь на сообщения. Тут я, кстати, вас поддерживаю полностью. Сейчас пошла такая фаза опровержений. Сырский вылазит, говорит, все хорошо, никто не захватил Покровск, Мирноград не окружен. Вообще вот эти... Только появляется информация, что зашли в Ямполь, например, сразу нет, никто не зашел в Ямполь, ДРГ, это ДРГ. Мы Ну, их зачищаем, да. и уже всех зачистили, уже никого Да. нет, уже всех убили. Понимаете? И в Доброполе то же самое. Везде все то же самое. Да, то есть вот это вот добропольское наступление, мы же помним, это же эти же места, понимаете? Ну, как-то нет, там в Доброполе все хорошо. Гуляй-поле, ну да, там на окраинах, ну вообще, конечно, все нормально. Ну, ты вот смотришь на эти все моменты, ты понимаешь, что сейчас, ну, как-то становится очень опасно с точки зрения прорыва и вот этого решета, да, которое рванет. Да, Но, на самом деле здесь все понятно. но потому что российские военкоры, простите, подсказывают вообще какие-то другие, ну, видимо, где-то что услышал или кто-то кому-то сказал из больших дядек с погонами, с кокардами, да, то есть на лбах, что будет наступление на Харьков после Волчанска, и будет наступление в Черниговской области, то есть север. скорее всего, да. А мы пойдем на север. То есть, понимаете, в чем дело? Мы вот смотрим на это все происходящее, а всем плевать. Ну, такое ощущение. Все вот ездят, о чем они могут говорить столько? Ну, я еще раз повторюсь, к этому надо вот относиться как цирк с конями. Знаете, шоу дебилов просто. Что-то делают, что-то... Зачем делают? Живут процессом. Результат непонятный. В обозримом будущем его не видно. Живут процессом. Ну, это как, знаете, Трамп ввел новые страшные санкции против Лукойла и Роснефти. Индусы перестали покупать. Да, там китайцы перестали якобы покупать. Да, действительно. И тут выходят, значит, официальные данные по отгрузкам российской нефти морем. И там появляется замечательная страна Веншория, Мгм. в которую уходит вся нефть за месяц. То Это, есть отгрузки не снизились. это что-то похожее на Нарнию, наверное, да. На армию, да. То есть вот смотришь на это. Вот вы это все серьезно делаете или для вас это просто игра, чтобы там поставить галочку и получить зачет и допуск к экзамену? Или вы реально вот это все серьезно делаете? То есть это даже не театр абсурда, знаете, наверное, если люди к этому серьезно относятся, и судьбы людей на самом деле, ну, сотен тысяч, может быть, миллионов человек зависит от всего этого. Наверное, да, можно сойти с ума. А если просто понимать, что это, ну, шоу дебилов. Это когда в системе управления количество дебилов перешло в качество. Вот конкретный пример, да? Когда количество переходит в качество. Все становится даже прикольно наблюдать. Ну, где вы еще типа проколитесь? Ужас. Из железа вышел стон, по большевикам прошло рыдание, по Ленину и по Сталину. Вы знаете, ну, мне кажется, что вот это вот, когда если мы там еще сфокусируемся на фронте, мне кажется, что такой переломный очень момент наступил. Вот прям очень переломный. Я смотрю, как люди, которые подмахивают офису президента, теперь без Ермака, ну, он как бы там есть, но его как бы нет. Ну, вот сейчас вот Ну, такое. вот с языка сняли, да. Ну, там, да. Вот такая пока. Ермак ушел. Он разругался с любимой. Ну, Не, ну ушел там Ермак. подождите. Мне кажется, что его там... Этот фиктивный развод все-таки был, мне Да, кажется. я вот с вами абсолютно согласен. Это, ну, пока это фиктивный развод. Да, это как с российской нефтью, да, все, Индия и Китай не покупает. Ну, вот сегодня Путин... Ермак ушел. Да, сегодня Путин в Индии, сейчас об этом поговорим. Я хочу все-таки
понять, что вот пока идет вот эта вот война и ситуация на фронте, у нас, представляете, в Конча-Заспе, элитном районе, ГУР, разведчики Буданова, 70 человек, захватили в плен 8 человек ВСУшников. Бои были там, санатории захватывали. Жовтень называется, Октябрь. В элитном районе Конча-Заспа, это там, где не стреляют ракеты, там, где дома тех, кого надо дома. То есть, и там есть санаторий. Тоже там дележка земли, рейдерство, все такое. Но понимаете, в чем? И вот я смотрю на вот этих людей, которые типа объясняют эту ситуацию, говорят, да ну что непонятно было, ну там же все, там же вот это земли, там есть одесские, Кауфман, Грановские, вот эти, ну такие, прикрученные еще при Порошенко, короче, до Порошенко, они там такие очень дельцы, очень такие ушлые. И вот это все там, это вот вы не понимаете, это вот так вот, короче, там правоохранители приехали, все разобрались, не нагнетайте. Ребята, разведчики захватили в плен ВСУшников в тылу, причем самом глубоком в Украине тылу, самом Конча-Заспа. А в этот момент у нас не хватает ни людей, ни сил, ни средств на фронте для того, чтобы держать рубежи, для того, чтобы остановить продвижение, а есть только Сырский с какими-то рассказами. Это означает, что это не просто там коррупция, которая все проела, все уже уничтожено. Надо теперь, ну, как бы спасать и разведку, и ВСУ, и солдат, и всех на свете, понимаете? Ну, слушайте, кому война, кому мать родная. Ну, ребята, спор хозяйствующих субъектов. Ребята Да. делят поляны. А поляна становится меньше, соответственно, битва за каждый кустик усиливается. Все, ну, это естественный процесс на постсоветском пространстве. Вы не Но, одиноки в этом. ну, понимаете, мы же как-то ждем какого-то, наоборот, ну, сплочения и единения, к которому призывают вот эти спикеры по телемарафону. А Ну, получается, что кто-то... я вам только могу здесь процитировать нехорошего такого генерала Маннергейма, да, поскольку он все-таки воевал с Красной Армией, поэтому нехороший. И Чтобы... нацистом был, да. Да. Да, Причем чтобы мне пишут в комментариях, Шелест. не пересматривать исторические результаты. Ага, Да. Шелест говорит, ты что такое писать? Это ж Маннергейм святой и великий. Я говорю, ну, хорошо, пускай будет святой. Ну, для кого-то святой, для кого-то нехороший дядя. Официально нехороший дядя, хотя ему барельеф установили в Петербурге. Так вот, перед финской войной там что-то местные политики начали о патриотизме разговоры вести, о том, что все должны объединиться перед лицом угрозы с юга и востока, бла-бла-бла. И он тогда так политикам очень популярно объяснил и сказал, что прежде чем говорить о патриотизме, сделайте так, чтобы людям было что защищать. Поэтому я думаю, что в начале войны действительно был патриотизм в Украине. Действительно было много добровольцев, идейных, которые шли на фронт. А сейчас, после всего, что происходило там уже почти за 4 года ведения боевых действий, я думаю, что у адекватных украинцев как-то с патриотизмом очень тяжело, особенно молодежь, потому что они прекрасно видят, что происходит и на фронте, и внутри страны. Значит, Путин сегодня в Индии, заявляет он на India Today, там так интересно, две ведущие, он там рассказывает, они так ему, ну, там, играют лицом, ну, телевидение индийское. Болливуд. Да, встречали его танцами индийскими, Моди лично приехал, обнимались, вот это, ручкались, в одной машине ехали, как с Трампом, почти как с Трампом, в одной И машине. дорожка тоже красная. Дорожка красная. Значит, Путин сделал ряд заявлений. Ну, во-первых, он там долго объяснял, что, смотрите, Америка покупает у России ядерное топливо. А вам, индусы, запрещает обычное топливо покупать. Ну, то есть, это же несправедливо. Ну, и вот как бы там ведущие кивают и так далее. Ну, Значит, тогда сразу вопрос задается Путину элементарный. Ну, раз вам не дают продавать нефть Индии, почему вы продаете Иран США? Логично. логично. Война же. Война же. Вы же называете их противниками.
Ну и понятно, но все кичатся и крутятся вокруг этих цифр, то, что последние санкции вот никак не повлияли, и, в общем, все хорошо Ну, по цифрам. нашли обходные пути. Вот еще раз. Вейншоре, сейчас, Вейшноре, прошу прощения, Вейшноре. Замечательная страна в Азии. Ну, там так указывается, да, назначение, пункт получения поставки по партии нефти. Неизвестная Азия. Мгм. Смотрите, я просто хотел бы понять, вот сейчас, да, там же ну, Индия, Америка, тоже свои специфические отношения. Но сейчас, я так понимаю, Путин достаточно дерзко ведет себя по отношению к США с этим Да, визитом. да. Он так и говорит. Его там журналистка спрашивает на этом интервью, а расскажите, пожалуйста, о вашей встрече с Уиткофом. Знаете, что ответил? Говорит, я сомневаюсь, что это вас заинтересует. Встреча длилась 5 часов. Честно говоря, даже я устал от нее. 5 часов – это слишком много. Не, Утомительно. ну, Ну, конечно, Путин ну, по его можно секундчике не понять. ел, конечно. Его тоже можно понять. Ведь, и, насколько я понимаю, последняя длительная встреча с Виткофом, она остановилась на половцах и печенегах. То есть, нужно было рассказать историю. Ну, и устал Путин, наверное. Но если, так сказать, отбросить цинизм в сторону, да, да, стал вести себя не только борзо, я бы сказал, по отношению к США, но и по отношению к Европе. Ну, потому что, да, произошли некоторые события. И говорится, все по плану шефа. Так, а Поэтому, да, это видно. предзнаменованием чего вы думаете это является? М, а, Во-первых, мощной эскалации, которая, я думаю, начнется с Запада. Ну, говорилось давно, что они будут атаковать наш танкерный флот, будут устраивать провокации. Вот мы это наблюдаем пока что в Черном море. И все можно списать на украинцев. Да, мы типа здесь ни при чем. Посмотрим, что случится с судами, идущими из Констанции в Одессу со стратегическими военными грузами. Посмотрим. Но это первое. А второе, скажем так, поставлена задача нагнуть НАТО и пиндосов. Аналогичная задача поставлена в Иране. И кооперация военная. Понимаете, это все слова, да, вот то, что говорит Путин, слова. А то, что Китай и Россия делают с Ираном, ну, это уже не слова, это действия. Те же израильтяне с ужасом вдруг обнаружили, что, во-первых, у Хезбаллы, у Хамаса, у тех же хуситов йеменских обновляется арсенал вооружений, у них все хорошо. Хуситы оказались уже в Сирии. Идет открытая помощь Ирану в системах ПВО, авиации, во многих других областях. И, то есть, как давно и говорилось, пиндосов и глобалистов, глобалистскую часть Пиндостана поставили на растяжечку. Украина, Израиль. И так укрепляют все ножки, чтобы ножки не дергались, чтобы потом нанести удар в промежность. Все к этому идет. Ну, Поэтому я думаю, что, скажем так, событие подходит к своей кульминации, которая будет в 2026 году. Что в Украине, что на Ближнем Востоке. И, соответственно, с гегемонией США и тем же Европейским Союзом, НАТО. Ну, я имею в виду в смысле, нет Украины, нет НАТО практически. Потому что они не смогут объяснить своему электорату, ребята, потрачено столько денег, и мы оказались с голой попой. Много раз говорю, что это вот то, что сейчас происходит в Украине, то, что происходит на Ближнем Востоке, каждый показывает, что у него голая попа. Кто первый показал, тот первый прикрыл. А, соответственно, раз ты прикрыл, ну, теперь все видят голую попу гегемона. А это самое страшное, что может быть. Потому что, ну, гегемон – это нечто святое. Его должны бояться, его должны уважать. И когда он бросает на тебя косой взгляд, ты должен дрожать, как лист.
А тут батюшки. Гегемон-то уже не тот. На него можно вообще плевать ему в лицо, он ничего не сделает. Он импотент. И все, на этом все гегемонии обычно заканчиваются. Очень быстро. Ну так а что начинается? Начинается многополярный мир. Причем в начале, скажем так, своего пути вторая администрация Трампа устами того же Рубика, они говорили, что мы не можем быть мировым полицейским. Мы уже не тянем это. Поэтому мы должны уходить и концентрироваться на западном полушарии. То есть концентрироваться на доктрине Монро. Нагнали флот, там у них, по-моему, треть всего, что может плавать. Около берегов Венесуэлы борются с наркоторговлей, с наркокартелями. Ну, с Венесуэлой. Хотя она к наркоторговле не имеет практически никакого отношения. Может быть, немножко финтанчиком бодяжит. Нагнетают 17 тысяч морпехов. Все туда согнали. И товарищ Трамп встретился с товарищем Си, и как-то все стухло. Ну, был разговор Трампа с Мадуро, во время которого Трамп настоятельно рекомендовал Мадуро куда-нибудь уехать в обмен на там чуть ли не деньги, снятие всех обвинений, всего и вся. Алло, Трамп, ты кто? Ты гегемон или кто? И все. Понимаете? И все. Что они будут делать дальше? Ну, вот сидит эта армада там. Дальше что? Скажите, а не получится ли таким проявлением жесткой воли гегемона судьба Зеленского? Слушайте, где гегемон, где Зеленский? Ну, вот, а, скажем, ну, если вы делаете что-то с Зеленским, каким образом это может отразиться на вашем статусе, да? Никак. Кто такой Зеленский? Какое-то непонятное существо там бегает. Теперь уже, да? Раньше он, конечно, был лидером демократического мира, после того, как Трамп им перестал быть, согласно европейцам. Ну и что? Ну есть он, нет его. Что это поменяет? Это на самом деле, если Зеленского поменяют, то это будет смертный приговор Украине по одной простой причине, что будут ставить того же Залужного, например, или человека, который на какое-то время еще вдохновит украинцев потерпеть. Ну, сейчас напишут в Нет комментариях, какого-либо... что Димура топит за Зеленского. Ой, слушайте, вот что пишут в комментариях, мы не настолько монопенисуальны. Это слово. Completely. По-русски будет вообще. Да. Поэтому, ну, еще потерпят еще украинцы. Вообще останутся без света, электроэнергии, и еще там несколько сотен тысяч ВСУшников погибнет. Поэтому у них нет хороших выборов здесь. Что была сделана ставка на Украину. Ставка проиграла. Нормальный человек что делает? Он режет свои потери. Но здесь, как нам объяснил товарищ Мур, интерес уже идет не на жизнь, а на смерть для тех же британцев и для их мягкой силы. Потом биться будут до конца. Так а что угрожает Британии, я так и не понял. Их мягкая сила. Понимаете, они, пользуясь мягкой силой, они ее периодически подсвечивают. Это знаете, как еврейцы очень любят всем рассказывать, что они все контролируют, какие они. У них все куплено, за все схвачено, за все заплачено, всем они в мире рулят. Очень любят рассказывать. Да. И типа для Шиннормас это иногда работает. Так и здесь. Вы, скажем, меняете несколько режимов здесь, там, не обладая ни флотом, ни мощной экономикой, ни мощной армией, даже не мощной разведкой в численном отношении. Та же Ми-6 – это просто карлик по сравнению с ЦРУ. Но, тем не менее, вы меняете режимы. И вы заставляете многие страны через влияние на элиту этих стран
принимать решения, которые приводят к полному подчинению этих стран вашей воле. Все это работает, все это действует, пока, скажем так, вам прилюдно не просто превращают морду в месиво. Что сейчас происходит на Украине? Из дальнейших планов британских на ситуацию в Украине, в какой вариант вы верите больше? В то, что проболтался немецкий министр иностранных дел Вадефуль, говорит, референдум может быть, или в то, что будет некий транзит власти, опять-таки под руководством Британии, для того, чтобы, ну, условно, ну, там, выторговать, может быть, какие-то, не знаю, пару месяцев под выборы или что-то еще, какую-то передышку небольшую, да, привести под любым соусом своего человека, причем соус может быть абсолютно такой миротворческий или абсолютно такой военный. Сейчас же, заметьте, все вот этот Кулеба, который говорил, что мы с лопатами пойдем, он сейчас говорит, у нас нет возможности, значит, надо вот это разумно, надо разум включать. И так смешно, слушайте. Это как, Мендель была такая, помните? Мендель. Ее еще говорили, что у нее роман с Зеленским, когда она была его пресс-секретарем. Юлечка, это ее Да, пресс-секретарь. да. А сейчас сказал, что Ермак страшный человек. Говорит, вообще ужас, опаснейший. А в книге у себя пишет, какой импозантный, какой хороший. Короче, переворачиваются все. Это такой четкий признак того, что хозяева начали как бы дудочку новую запрягать. Зеленскому от этого грустно и грустно. Но суть это дела это не меняет, потому что, простите, когда у вас на носу мирные переговоры, любые, ну там, сейчас вот американцы с россиянами поговорили, да, украинцы там что-то там от Виткова хотят, начальника генштаба возят, тягают, его на работу начальника генштаба. Может, поэтому и такая ерунда на фронте, что начальника генштаба в переговорной группой катают по белу свету. Я думаю, Понимаете? здесь всю систему менять надо. Нет, ну это так, знаете, так в полушутку. Так вот, может это все вот это вот и задумано под вот это, да, что сейчас мы тут подлатаем на паузу, ну как бы и все, да, и ничего не будет. Так то, что вы говорите, оно как раз и вписывается в так называемый европейский план. Это безусловное перемирие. Но кремлевские на это пока не пошли, надеюсь, не пойдут. Потому что никто не скрывает, для чего будет использоваться безусловное перемирие. А относительно того, как могут избавиться от Зеленского, ну, я думаю, постараются все обставить очень легально и конституционно. Я думаю, здесь Путин не зря намекал про то, что, ну, Зеленский, и с ним разговаривать нельзя, он нелегитимный, а вот единственный орган власти – это легитимно, это Рада. Поэтому вполне возможно, что организуют какой-нибудь путч в Раде, Зеленского берут, временно президентские полномочия перейдут, по-моему, к главе Рады по Конституции. Тот назначит выборы даже в военное время. Наверное, в день там выборов стрелять не будут ракетами и шахедами. Я думаю, тут же десантируют в Украину обратно либо Залужного, либо Усика. Ну, Залужный уже приехал почему-то. Уже, да. Да. Там, по-моему, под него и хасиды уже партию сварганили, а-ля «Слуга народа». Вот. Поэтому, наверное, будут делать так, если уж дойдет до этого. Ну, просто, понимаете, не делают так люди, если все что-то идет к мирному плану. Нет, не делают, а ничего не идет. Не исключают русский язык из вот этой, ну, вы поняли, с перечня языков под защитой хартии европейских. Короче, оно никак на жизнь не влияет, но юридически Еще раз, так это не делают, стандартное. понимаете? Ну, слушайте, есть... Улицу есть... Лаврскую, на которой Киево-Печерская лавра стоит в городе Киеве, не переименовывают на улицу Мазепы, а у нас переименовывают. Переименовывают, потому что это все прекрасно вписывается в стратегию расчеловечивания врага и канцеляции русских. Ее никто не отменял, она продолжается. Поэтому все идет на самом деле как и шло, и никакого мира, я не думаю, в ближайшее время не будет, пока одна из сторон не капитулирует. Кремлевские вроде пока не собираются, судя по действиям
и по словам. Мгм. А Украина тоже. Потому что, ну, Трамп Трампом, американцы американцами, но еще раз Британская империя никуда не девалась, а пока что американцы у них работают вышибалой. Поэтому поговорит. Ну, Рубио, что надо, ему напоет. Причем, заметьте, это вообще это бред какой-то, да? Рубио общался с украинцами, с украинской делегацией. 28 пунктов свели к 19, что-то такое. Ну, это с Ермаком, да. Да, что-то там они общались, я уже этот бред на самом деле так не особо отслеживаю. Что мне бросилось в глаза, что потом, когда украинская делегация полетела общаться с Руби во Флориду, там уже сидел Уитков. То есть Трамп, Трамп доверяет только Уиткову и своему этому зятьку. А получается, да. Ну вот реально, а как еще? Ну, Да. вы представляете какой-то террариум единомышленников там? И сейчас на самом деле реально И взялись Рубио, за... заметьте, как поменял риторику. Очень сильно поменял. Говорит, вот там мы давали шансы, если нет, то пускай просто тогда воюют. Мы там, Ну, понимаете? То есть, потому что ребятам объяснили, что вы знаете, что тут нес Келлог и вся ваша разведка, все это чушь собачья. Вы теряете ЧВК. И они так все забегали. Но самое интересное это в том, что реально начался процесс атаки на Петьку Стакана. Он совершил военное преступление. Соответственно, это потом может перейти на Трампа. В Сенате уже пошло. В Конгрессе, прошу прощения, пошел процесс. И ходят упорные слухи, что Петьку Стакана заменят на министра, министра армии, который к вам прилетит, новый, Дрискл. Дрискала. То есть, как бы разгром и шатание везде. И еще раз, ну, все, что осталось от империи на данный момент, это некие, скажем так, общие установки и общая игра на международной арене, скажем так, великая шахматная партия. Я по поводу партии шахматной хочу добавить информации, с вашего позволения. Это же какой лютый разгром. Разгром Трампа. Значит, смотрите, сегодня Белый дом выпустил короткое сообщение, они так любят, да, там типа аудио, левит обычно, ну, вообще, как бы, короткие, в общем, такие месседжи, да, ну, сообщение. Как бы, все, собственно, одной строчкой. Значит, при посредничестве Мелании Трамп в Украину возвращены, там что, 6 девочек, 1 мальчик, короче, дети возвращены и воссоединены с семьями в Украине. И это все вот так вот подали, и все такие, о, ну понятно, да. Ну сейчас у нас Ермака нет, так бы Ермак бы переписал бы, подякував, все, в общем-то, радуются. Ну вот смотрите, 6 из России забрали, передали. Но в этот же день, поймите, пожалуйста, почему это такой лютейший просто удар? Это вот просто. Выходит, есть такая группа расследователей журналистских расследований «Следство.Инфо». Ну, они там коррупцию изобличают и всякую остальную ерунду. То, что считалось ерундой до Али-Бабы, да, а тут резко решили как бы на этом играть, потому что американцы взялись. Короче, «Следство.Инфо». Значит, проект был в Украине. Как название такое еще благостное у него, типа там «Дети», «Лето без войны» или «Детство». Это в Турцию посылали, когда Да, дети... «Детство без войны» курировала проект Елена Зеленская, руководитель этого проекта получил орден за заслуги. Значит, в начале войны 3500 сирот и сопровождающих, ну это общее число, сироты и сопровождающие из Днепропетровской области отправили в Турцию. Размещение, содержание на побережье, там, фонд бизнесмена, который, собственно, орден получил, шостак такой есть, название такое «Детство без войны». Журналисты получили отчет омбудсмена о визите в турецкие, собственно, отели в марте 24 года. Секс рабство. Значит,
Зафиксированы случаи психологического давления, недопустимого обращения, ситуации, которые привели к серьезным последствиям для нескольких воспитанниц. На тот момент две из них, 15-летняя Настя и 17-летняя Илона, вернулись беременными в Украину от сотрудников отеля. Ну, Турков. нашли куда посылать в Турцию. Значит, 7 детей в рамках проекта, значит, подтвердили журналистам факты, которые в этом отчете есть, да, и, в общем, они сами с девушками, которые в Украине уже детей родили от турков. Их, ну, они же сироты, детки, беременная, беременная, привезли в Украину и в ПТУ отдали учиться, ну, сирот куда отправляют? В ПТУ. Значит, мужчины, они работали в отелях, они с ними общались на территории гостиниц, за пределами, воспитатели об этом знали, в общем, никто ничего не делал, ну, и, в общем, вот так и получилось. Нагуляли, ветром надуло детей. Значит, никто не интересовался судьбой детей этих сирот, отправили в свои учреждения, там, дома семейного типа и так далее. Также рассказывали, что их в Турции регулярно к съемкам и публичным мероприятиям привлекали. По словам воспитанников, участие в роликах, выступлениях не было как бы свободным, из-под палки. Детей заставляли на сцену выходить, танцевать, изображать радость для того, чтобы снять для фонда классные ролики и запилить под гранты, ну или там под отчетности. Вот это вот детство без войны, это, короче, такой позор, понимаете? Ну, извините меня, конечно, но Ленок-то засветилась еще пару лет назад, когда она в сотрудничестве с известным французским мыслителем и цветным эволюционером по совместительству засветилась в торговле детьми. Так что ничего удивительного. Детям еще повезло этим. Поэтому, Просто понимаете, вы нет, хотите? смотрите, вы же видите, как они Меланию Трамп подтягивают, они с этими детьми вообще не могут, ну, расстаться и как-то так нормально, тихонько заниматься. Ну, правильно, но это же папочка приехал. Ну, из этой серии. Они же видят, что у европейцев это сработало на какое-то время. Помните, Рюте? Папочка приехал. У Греблевских сработало. Гениальный Трамп, там, иконки, картины, еще что-то. Ну, и украинцы решили тоже, наверное, зайти к нему через жену. Мелания Трамп. А тут дело Эпштейна, материалы, переписка. Весь мир узнает, откуда взялась Мелания, кто она такая. Ой, мама родная, это вообще цирское время. По-другому не скажешь. Да, друзья, значит, переходим к вашему голосованию. Единственное, что есть вопрос, что с рублем происходит. Многие спрашивают, я потом Все предварю. нормально. Как это? 75? Ну да. Ну, на пике или как? В одномоментно. Крутой пике. А чего вы так против, что рубль дорожает? Ну, бюджету хана. Как говорят на Украине, вы подивитесь, да? С января Центробанк и Минфин увеличивают продажи золота и валюты в несколько раз. Тут же выходит глава Минэка и говорит, что крепкий рубль – это плохо. Это действительно плохо. Это сдерживает инфляцию, но убивает вообще какой-либо... Во-первых, убивает бюджет, потому что когда у вас инфляция, рубль падает, поскольку валюта баланса рублей у бюджета собирает больше, дыр нет. А тут и так огромная дыра. И они промахнулись на 30% с прогнозом сбора налогов. Привет вам, ребята, от Лафера. А тут еще крепкий рубль. Так что? Ну что, вот британцы как раз это британская мягкая сила. Британская клиентела работает. Кроме шуток. Поэтому британцы на самом деле не все же говорится, не все же показывается. Поэтому они пытаются хоть как-то оттянуть время конца Украины. Надеясь на то, что ну, с таким мудрым руководством экономика России таки рухнет. Да, итак, подводим итоги нашего опроса. Признает ли Запад новые границы между Украиной и Россией? Да, и все закончится.
13%. По 28% плевать, границы лишь начали менять, дальше будет вообще существенно все меняться. Значит, де юре не признает никто, а так, конечно, да, де-факто все закроют глаза, но де юре не будет признания. Ну и 32% США признают, Европа нет, и будет все это тлеть и продолжаться. Ну вот так проголосовали люди, Степан Геннадьевич. Я остаюсь при своем мнении. Если поменять только все закончится и признают. Они признают, все закончится. Ага, хорошо, все закончится и И признают. не Друзья, признают. переходим к сессии ваших вопросов к сегодняшнему эфиру заблаговременно. Начнем с сообщества в Телеграме, закрытого клуба зрителей, потом сообщество YouTube и перейдем к чату. Поехали. Андрей, Степан Геннадьевич, наличие Кушнера на переговорах – это не признак ли того, что не об Украине говорили, а об Израиле? На мой взгляд, там для Трампа ситуация более критична, чем вокруг Украины. А что они могут говорить по Израилю? Ну, политика, скажем так, России, Китая по Израилю, она не на словах, а в деле. Там бесполезно что-либо говорить, потому что решение принимает совершенно другом уровне, а не на уровне непонятных Кушнеров, Нетаньяху и прочих. И оно принято. Я о нем давно сказал. Решение. Дима, мужчины, спасибо за эфир. Степан Геннадьевич, вот вы всегда говорите, что Израиль проиграл, Иран выиграл. А в чем выражается проигрыш Израиля? И какие плюсы получил Иран от выигрыша? Или я вас неправильно понимаю? Смотрите, была попытка смены режима в Иране по сирийскому сценарию. И были задействованы вообще все только ресурсы, все наработки за не один десяток лет. В результате они получили обратный эффект. Общество сплотилось вокруг государства, вокруг флага, стандартный эффект. Это первое. Все их наработки за многие годы были более-менее раскрыты и выявлены и зачищаются. Причем очень жестко зачищаются. В военном плане, ну, казалось, что, как, в общем-то, и говорилось заранее, у Израиля и США нет никакого ПВО. Все это старое барахло, и там не железный купол, а дырявая кипа, даже четырехуровневая. И я хочу вам еще только отметить, что Иран только под конец начал использовать свои новые ракеты. А что это такое? Ну, если угодно, это такой аналог боярышника. Потому что на нескольких пленках, нескольких записях совершенно четко видно, что, во-первых, летит нечто, оно начинает резко ускоряться, обходит просто проход через ПВО. И потом, когда это прилетает уже, скажем, в бункер под каким-то небоскребом в Тель-Авиве, видно, что пролетает раскаленная до оранжевого цвета болванка. То есть это реально мощнейший гиперзвук, против которого, ну, ПВО бесполезно. Поэтому Иран, в общем, показал всему миру, что Израиль можно долбить вместе с американцами спокойно, без каких-либо серьезных последствий. Все посмеялись, кто видит и кто в теме, над американцами, об их уничтожении ядерной программы Ирана. Это просто смехотворно. Это издевательство просто над здравым смыслом. Они просто выставили себе посмешищем, на самом деле. И Иран еще очки достаточно хорошие собрал, именно что Иран первая страна, которая ударила по американской военной базе с момента завершения крупной военной базе, командному центру, одному из командных центров Сеткома, после завершения Второй мировой войны. Поэтому в военном плане и в, скажем так, идеологическом плане Иран полностью победил Израиль, потому что Израиль всегда базировался на том, что бойтесь меня, мы тут вас всех сейчас поимеем, и нам за это ничего не будет. А Иран просто их поимел. Грязно, жестко. И Израиль запросил о завершении войны. Они стали запрашивать о завершении войны уже на 4-й день. Когда они поняли, что, ну,
операция по смену режима провалилась, и теперь им начинают делать новенькое блестящее дупло. Так, какие нынче прогнозы по динамике цен на квадратный метр бетона в России следующие Без два-три года? понятия. Не Без знает. понятия. Степан Геннадьевич не в курсе, какие прогнозы на бетон в России. Значит, дальше рубль будет укрепляться, спрашивает Без пользователь. понятия. Тоже без понятия. Ну, то есть 60, не? То есть эти вопросы просто можно даже не задавать. Хорошо. Значит, поехали дальше. Сообщество YouTube. Здравствуйте. Задайте, пожалуйста, Димуре вопрос, что он думает, Владимир пишет, о перспективах экономики Украины и курсе гривны в ближайший год-полтора. Западные партнеры денег не дают. Россия может в любой момент положить энергетику или подорвать фронт. Скандалы с коррупцией с возможным непонятным продолжением. Смотрю на банковскую карту, а там хороший такой лимит кредита в гривне. А не использовать ли его мне на всю сумму? Сделать рассрочку на 24 месяца этой суммы и выплачивать его равными небольшими частями и для меня. Или что там, накупить чего-то. Чует сердце, что все посыпется, и гривни в течение 2 лет точно что-то произойдет 100%. Ну, скажем так, покупать что-то не нужно, да. В такой ситуации самое главное быть ликвидным. И самое главное иметь то, чего нет у остальных деньги. Поэтому все, что могу вам посоветовать, это взять кредит, в данной ситуации в гривнах, разумеется, и купить доллары или золото. Людмила, как вы видите ситуацию по Венесуэле? Война все-таки будет или Мадуро удержится? Ультиматум завтра же истекает. Я думаю, что Мадуро, вернее, китайцы на этот ультиматум положили. И у меня остается впечатление, что, наверное, и Петьке Стакану, и Трампу смогли объяснить, что такое Венесуэла. Просто для сравнения, что примерно такие же силы, в смысле военно-морского флота, авиации и морпехов и десантников были задействованы американцами во время смены режима в Панаме. Я надеюсь, что им смогли объяснить, что Венесуэла – это не совсем Панама, а в несколько раз больше. И то, что все их попытки, скажем так, организовать и возбудить, во-первых, венесуэльскую оппозицию, чтобы они принесли тушку Мадуро, скажем, доставили на авианосец, они, очевидно, провалились. И Мадуро, на самом деле, пользуется достаточно серьезной поддержкой среди населения. Это первое. Второе – это ландшафт, это джунгли. Весьма специфическая организация городов. То есть, если американцы то пойдут, в принципе, там партизанское движение может продолжаться вечно. И второе, тоже немаловажный фактор, на мой взгляд, это то, что американцы реально достали всех Латинской Америки. Реально достали. Колумбийцы, граница с Колумбией открыта практически. Колумбийцы с радостью повоюют с американцами на венесуэльской территории. Поскольку там джунгли, то есть трупов будет у американцев очень много. Возможно, это Трампу донесли, что, слушайте, так рисковать перед промежуточными выборами, наверное, не совсем разумно. Поэтому, если что-то и будет, я думаю, будет попытка просто физического устранения Мадуры. Благо, Трамп уже разрешил ЦРУ проводить операции по устранению наркоторговцев и наркокартелей. Василий Теркин. Приветствую вас, Александр, Степан Геннадьевич. Посоветуйте, пожалуйста, произведения, на ваш взгляд, являются, которые интеллектуально насыщенными, с философским подтекстом, сложной нарративной техникой или такой плотностью смыслов, что к ним хочется возвращаться. Сейчас вам мозг взорву. Почитайте Адама Смита. Почитайте фон Мизеса. Human Action. Вообще, австрийцев почитайте. Но там тяжело. А что-нибудь более современное, есть такой замечательный экономист Антал Фикетте. Его почитайте. Он был изгнан австрийской школой за
его предали анафеме, поскольку он а, посмел усомниться в важности и пользе от Центрального банка. Института Центрального банка. Поэтому там все нормально с насыщением. Особенно у Адама Смита. Мгм. Давайте попроще вопрос. Степан Геннадьевич, как татарин интересуюсь, какое соленое сало вкуснее, по-украински засоленное или по-белорусски? Я думаю, по-украински. Вот что не отнимешь у хохлов, так это умению готовить вредную пищу, как нам говорят врачи, на самом деле очень полезно. Потому что если вы не кушаете сало, у вас всегда будут проблемы с легкими. Если вы также не кушаете жирную пищу, сейчас врачи встанут раком на дыбы, а я над ними посмеюсь, у вас будут проблемы с холестерином. То есть высокий холестерин. Поэтому кушайте жирную пищу. Э, Полезно до- для всего. Добрый вечер. Простой вопрос. Если воевать будет Европа и Россия, то как будет выглядеть эта война? Вот как в Украине? Фронт, пехота, танки, грязь. Или ракеты, дроны между Россией постреляют, как и Иран с США, ну и все закончится. И почему все думают, что Польша будет первой жертвой России? Никто не говорит о том, что фронт может проходить в Белоруссии. Но он будет проходить, я думаю, ну как, белорусско-польская граница. Прибалты лягут сразу. Поэтому я не думаю, что на самом деле, во-первых, что война будет, а если будет, то, я думаю, она начнется с ракетных ударов, у кого-то превентивных, у кого-то ответных, после чего европейцы очень быстро поднимут лапки. Они не привыкли жить без электроэнергии, у них все сразу встанет, тут же встанут все их поставки газа, поскольку многие газовозы взлетят на воздух вместе с терминалами. Так что, думаю, при умелом руководстве и использовании тех военных ресурсов, технологий, которые есть у России, это, в принципе, все закончится достаточно быстро. Но я думаю, что повторится история с Киевом за 3 дня. Ну, потому что, судя по всему, Генштаб наш ничему не научился, да уже не может научиться в таком возрасте. Мгм. Значит, Степан Геннадьевич, на ваш взгляд, какие Россия может предпринять механизмы контроля для соблюдения условий, например, относительно языка, антироссийской полемики, УПЦ и так далее, там, где Украина может кивать гривой и продолжить то, что начали? Спасибо. Никаких, я уже говорил об этом. Единственный выход, к сожалению, в том, что есть Украина, есть проблема. Нет Украины, нет проблемы. Потому что договариваться с Украиной, с Западом, это опять надуваться, как говорят некоторые политики. Степан Геннадьевич, какая синагога будет праздновать в случае победы Украины, Днепропетровская или Московская? И наоборот, в случае победы России? В чем тогда разница и смысл миллионных Вот я жертв? тоже хотел спросить, если бы мне кто-нибудь разницу объяснил. Они все будут праздновать, они как раз те, для кого война мать родная. Лина Востроилова, почему Путин не обезглавил Банковую? Думает о долгосрочной перспективе стратегически? Похоже, единственные страны, которые могут спасти Украину, Россия и Беларусь. Россия сделает из Украины союзное государство с сохранением названия или нет? Отстроит ее и будет владеть без потребности полной военной победы, простого захвата территорий. А Трамп воспользуется ее активами уже через экономические договоры с Россией, а это интерес и мнение Европы не имеет значения. Это и есть капитуляция? Нет. Еще раз я высказываю собственное мнение. Оно сильно отличается, я думаю, от мнения кремлевских. Оставлять Россию, оставлять Украину как некое целостное образование – это опасно. По одной простой причине, что есть западная мягкая сила, так называемая, есть российская. Как работает российская, мы видели на примере так называемой русской весны, на примере подготовки к вторжению и тому подобное. Ну, на примере вообще той же Средней Азии или планов по возвращению соотечественников и тому подобное.
Как работает британская мягкая сила, мы тоже видим по всему миру. Пока работает прекрасно, как часы. Поэтому, скажем так, контролировать не прозападную администрацию в Киеве не удастся. Никак. Соответственно, вопрос-то возникает, а нафига нам вообще территории к западу от Киева? Мгм. Население там враждебное по-любому. Да и киевская территория тоже уже враждебное население. Ну, для этого есть западные союзники, это западные партнеры, это Польша и Венгрия. Значит, подскажите, пожалуйста, а мадам Брошкина – это засланный агент? Как вы считаете, кем? Спасибо за ответ. Ну, я ее рассматриваю, честно говоря, как британскую клиентелу, весь этот ЦБ и Минфин, потому что достаточно посмотреть элементарный поиск по интернету дает очень интересные сведения о том, где учились, куда ездят, с кем проводят время, руководство ЦБ, зампреды всякие и тому подобное. И то же самое касается Минфина. Я вам просто расскажу историю собственного опыта, когда я еще имел глупость ходить на всякие фрик-шоу. То есть на одном из этих фрик-шоу обсуждался Международный фонд. И был там некто Старчак. Если помните, это был зам Кудрина, который, судя по всему, за него сел по делу о возврате кредитов, что-то такое, уже не помню. Короче, он год, по-моему, сидел. И вот он, как говорят, в российской элите откинулся, вышел на свободу и, значит, стал ходить по ток-шоу. И вопрос мне, я помню, хорошо был задан по поводу эффективности работы МВФ и их политик. Ну, что сказал, ну, есть прекрасный пример, та же Мексика или Аргентина, любимые дети МВФ. Посоветовал публике и зрителям почитать дневники экономического убийства, чтобы понять и разобраться в деталях. Мама родная, что случилось со Старчаком? Он просто аж взвился, покраснел. Наверное, меня просто как вошь паскудно удавить хотел. Вот такая клиентела сидит в Минфине. Поэтому, да, я считаю, что это одна из составляющих гибридной войны с Россией. Значит, по поводу гибридности войны, там, победы, Петр спрашивает, в бушующем политикуме плане дипломатического установления мира с Россией победа России не заложена вообще. Ведь предполагается замена Да. Зеленского на кого-то другого. А этот кто другой определенно будет от Вашингтона или Лондона. А когда главу противоборствующей тебе стороны ставят твои соперники, какая ж победа? Согласны с этим? Да. Ну, поэтому я говорю, что есть Украина, есть проблема. Нет, проблемы нет. Либо Елена, она остается Украина. Понимаете, здесь даже не столько Украина, а Украина как дееспособная единица, как ЧВК. И когда говорят там, особенно украинские политологи, западно рассуждают о каких-то гарантиях безопасности Украине, там большая армия, еще что-то. Ребят, вы извините, но вы дебилы. Вы не понимаете одной простой вещи, что лучшая гарантия безопасности Украины, которая может быть, это ее никчемность для всех. В чем она может заключаться? А никчемность для России. Она не представляет угрозы. Что это значит? Ну, как минимум, она не изведена до значительно меньшего размера. Черноморское побережье полностью отобрано. И Украина там где-то к западу от Киева существует как государство. Тогда, по большому счету, она угрозы никакой представлять не будет. Будет ли она представлять интерес для Запада? Нет. Она Западу тоже не нужна в а такой мере. почему? Подождите. Она недееспособна. На Черное море не выйдешь. Население, там, кот наплакал, какую-то армию соберешь. Когда, опять же, маленькая территория, все под обстрелом, уничтожается все на раз-два. Какой смысл? Это вам не огромная Украина. С огромным, уже не огромным, но существенным мобилизационным ресурсом и огромной территорией. Ну, а это маленькое какое-то вот образование чисто формально существует, Украина называется. И никому она не нужна, и никто ее трогать вообще не будет.
Вот единственная гарантия безопасности, на Ну мой вот взгляд. пишет в чате трансляции харьковчанин: Димура, ну что ты мелешь, какая война с Европой? За 4 года до Краматорска не дошли. Ну, я вам так скажу, что, во-первых, это идет полноценная война. Война очень сильно изменилась, потому что стали применяться дроны. Это приводит к тому, что никаких крупных прорывов а-ля Брусиловского там, или времен Второй мировой войны невозможно. Из-за того, что невозможно организовать соответствующую логистику, логистическое обеспечение для такого прорыва. Это первое. А второе, посмотрите на количество воюющих войск. Ну, на такую линию фронта. Она очень маленькая. Там 400-500 тысяч нашей страны. Далее, все эти линии обороны, которые вот мы только-только практически все прошли, еще осталась одна, но ее уже прорвали. Они строились с 2015 года. Идет война дронов. Здесь численность еще армии важна. Она очень маленькая пока что. И самое главное, посмотрите, когда началось более-менее что-то приближенное к реальным боевым действиям со стороны России. Год назад. Это вынос логистики, это вынос энергетики, это вынос вообще всего и вся. Как воюют американцы, как воюет НАТО, как они воевали в Ираке, как они воевали в Югославии, как они воюют везде. Мы даже еще не приблизились к этому, хотя все возможности есть. ПВО на Украине уже там 6 месяцев его нет практически. Он уничтожен. Поэтому 4 года, ну, знаете, Краматорск – это замечательно просто. Смотрите на боевые действия, которые велись. А самое главное, посмотрите на первые 3-4 месяца войны. Что вошло в Украину и что сейчас просто мочит ВСУ. Это небо и земля. Если вот сейчас армия в таком состоянии входила в Украину, ну, я думаю, там бы Киев быстро взяли. Элементарно. На Киев пойдет еще Россия, спрашивает Елена, и как это будет Все будет выглядеть? зависеть от... Я думаю, что придется. Потому что Запад не отступит. Мгм. Ну как, понимаете, вы посмотрите, еще раз повторюсь, посмотрите и задумайтесь, зачем сейчас выносится энергетика и обесточиваются большие города. Зачем? Центры, чтобы население ушло. Чтобы, во-первых, население не использовалось как живой щит, чтобы можно было сносить все и все. А во-вторых, я не думаю, что будут входить в города, их просто будут брать в окружение. Так, Ну, а подождите, потом а куда населению деваться? А это вот вопрос населения, вопрос к властям украинским. Куда они будут девать население? Они его используют как живой щит. Ребята, это ваши избиратели, ваше население, вы разбирайтесь. Будут просто окружать города, и поскольку там населения будет очень мало, ну, ВСУ будет умирать с голода. Не будет никто брать большие города, штурмовать, их просто будут окружать. Здравствуйте, какую роль может сыграть в переговорах Лукашенко, спрашивает пользователь из чата. Ну, если верить сообщениям и заявлениям американской стороны, самого Лукашенко, он выполнял и выполняет в каком-то смысле роль Виткофа. Только Витков объясняет Ушакову, как подкатить Витков, к Трампу. Витков для бедных, да? Да, во, Витков для бедных. Да, да, да. В точку. Вот это вот роль Лукашенко. Лукашенко также объясняет американцам, как правильно подкатить к Путину. Ну, разумеется, после согласования с Путиным. Смех и грех. Так, как вы смотрите на Приднестровье, что будет с этой республикой, спрашивают в чате. Ну, я думаю, ситуацию качнут. Вроде как Евросоюз обеспечил победу на выборах того, кого нужно. Вроде там, ну, я думаю так, будет мощнейшая провокация, будет мощнейшая эскалация. А, Смысл
Я не вижу. Вот со стороны вот Запад там что-то, скажем, сделает или... Ну, хорошо, предположим, вы оккупируете, Запад оккупирует Приднепровье, ну, с помощью Украины. Дальше что? Ну, дальше что? Ну, еще разберетесь с Гагаузией. Дальше что? Это каким-то образом изменит судьбу Украины? Нет? Типа это будет пощечина кровавому режиму. Ну, ложить он уже хотел на ваши пощечины, по большому счету. Как это изменит расстановку сил в Украине? Никак. М, А, возможно, это послужит, скажем так, неким ускорителем для аннигиляции Западной Украины. Возможно. Это поможет вашему делу спасения Украины? Нет. Но они на это пойдут. Степан Геннадьевич, как вы думаете, верен ли прогноз Маска, что из-за развития робототехники и искусственного интеллекта через 5-10 лет работа будет максимум у миллиарда людей, а остальные 7 будут без работы? Я думаю, Маску надо слезть с тех веществ, на которых он сидит. Уж слишком больно они изменили его сознание. Нет, я так не думаю. Еще раз, весь этот хайп с ИИ непонятным. Это не ИИ даже, это не интеллект, это, как бы так правильно назвать, чтобы никого не обидеть. А, это помощник. Это не интеллект. С роботами это все замечательно, прекрасно. Но, вы знаете, роботы уже не один десяток лет работают на многих производствах. И как-то, в общем, миллиарды не лишились работы. Ну, а то, что вы там к роботу приставили две ноги и научили его более-менее держать равновесие и ходить, ну, замечательно. Просто поймите, для выполнения многих функций это не оптимальная конфигурация с инженерной точки зрения. Когда вы смотрите на Маска, надо понимать, ну, простую вещь. Во-первых, это массовик-затейник. Во-вторых, корпорация Тесла одобрила план по вознаграждению Маска в $1 триллион, если капитализация Теслы там, за 5 лет вырастет, я уже не помню до какого ужасного огромного значения. Потом вы посмотрите на тот простой факт, что капитализация PE, Price to Earnings, у Теслы под 300. Под 300. Это компания, которая основную свою выручку делает от продаж автомобилей, которые модельный ряд уже давно не обновлялся. И китайцы, мягко выражаясь, имеют Теслу во все только дыры и по цене, и по качеству, и по количеству, и по разнообразию. Разумеется, Маску нужно продвигать какие-то великие будущие проекты, толкать хайп всячески, там и на Марс полететь. Что-то пока у нее, думаю, в ближайшее время не сложится. Слушайте, ну с другой-то стороны, триллионную зарплату как Это объяснить? нет, это не триллионная зарплата, это вознаграждение за, которое он получит при условии. Поэтому капитализацию нужно догонять. Как нагоняют Ясно. капитализацию? Хайпом. Мгм. Вот у нас тут То есть супер он роботы. не получил еще, имеется в виду? Нет. Просто люди, когда вы ознакомьтесь с планом, то есть он получит компенсацию на $1 триллион различными видами там, и опционами, и акциями, если капитализация Теслы через 5 лет превысит там что-то астрономическое. Ага, ну и поэтому ясно. Мгм. Поэтому надо хайповать и разгонять акцию. А зачем? Вот пошел, ну, вот зритель пошел с такими жизненными вопросами, Степан Геннадьевич. Зачем Долина продала квартиру, а затем ее решила вернуть? Она реально жертва мошенников или просто шизанутая? Вернет деньги добросовестным покупателям или по эффекту Долиной не положено? Ну, Долина непростая дамочка. Начнем с этого. Скорее тут нужно рассматривать не действия Долины, а действия судов, которые, во-первых, их решения, на мой взгляд, противоречат не только закону, но и вообще здравому смыслу. Поскольку никто не отрицает, что сделка была заключена. Человек получил квартиру, Долина деньги, никто что не отрицает. Хорошо, потом сделка аннулируется. Соответственно, если сделка аннулируется, то права собственности возвращаются Долиной, а деньги тому, кто купил квартиру. Как говорится, где деньги, Зин? Поэтому, понимаете, можно там много говорить о том, что
Долина в сговоре с застройщиками, Мгм. чтобы навести шухер на рынок вторички. Ну, это же суды наводят шухер, а не Долина. Вопрос-то к судам, которые принимают такие решения. Ну вот якобы Верховный суд сейчас расставит все точки на «и». Ну, на данном этапе, на мой взгляд, это противоречит и существующему законодательству, и это противоречит просто даже духу и букве закона. Но, тем не менее, это никого не смущает в российской судебной системе. Ну, тут проще, конечно, говорить. Доля на такая, доля на сякая, там, доля на То есть, такая. слушайте, ну, Тут она не просто... ангел, да, ну просто, как ее теперь правильно называют, нулевая старушка. С нее все началось. Ой, старушка, процентщица. А, Степан, в первый срок Трампа вы его хвалили, сейчас нет. Что он, по-вашему, должен сделать, чтобы вы опять к нему хорошо относились и хвалили его? Ничего, он свою миссию выполнил, он, простите, гондон БУ. Теперь от него будут избавляться. Так, смотрели ли вы, Степан Геннадьевич, документальный с Рубио фильм НЛО «Эпоха разоблачения 2025»? Якобы идет невидимая гонка между США и Китаем. No reverse engineering, технологии инопланетян. Это вброс? Я не знаю насчет китайцев, но американцы занимались обратным инжинирингом этих технологий там с конца 60-х. Что и видно по всем их изобретениях и патентах в сфере полупроводников. А, Китайцы, они просто копируют то, что делают американцы, и улучшают. Ну, в силу своих возможностей. а первоисточник инопланетяне? Я думаю, да. На самом деле в фильме «Терминатор», там «Терминатор 2», по-моему, как раз этот момент очень хорошо обыгран. Там, где вот это «мне нужна твоя одежда». Нет, ну нет, это уже библейские истории. Я имею в виду, где он пришел в лабораторию уничтожить самого себя, остатки самого себя из прошлого. Да, как тут у нас пишут в чате, конечно. Нет, друзья, спасибо большое за хороший добрый комментарий. Вот пишет спонсор канала. Поддержку. Спасибо за то, что там вот и чат приветствуете, и эфир приветствуете. Не стесняйтесь ставить лайк, не стесняйтесь писать по-хорошему. Степан Димура ждет вас на своем телеграм-канале. И также обратите внимание на ссылочки. Там будут свежие, крайне свежие, будущее, грядущее, прошедшее. Короче, заходите на семинары к Димуре тоже. Мне нравится. Самое главное, у меня теперь появился даже сертифицированный канал YouTube. Потом ссылку. Сертифицированный. Да, то есть лично. Да, это там все мое. Все Степана. Поэтому, друзья, значит, Ссылка будет. ссылка будет обязательно. Всем большое спасибо. Тут пишут: да ну нахи. Вот. Да ну Не нахи. Ганунахи, а Анунахи с планеты Наебиру. Не путайте. Да, друзья, всем большой привет. Спасибо большое за то, что были сегодня в этот четверг с нами. Степан Геннадьевич, спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Встретимся в следующий четверг. Берегите себя. Традиционное мое добра и света, несмотря ни на что.